я тебе еще покажу папу срам. У нас в Питере закрыли фестиваль, опечатали все залы. Вот это мое, отношение к властям Петербурга. Я пытаюсь расслабиться, немножечко успокоиться. Один из альбомов «Папа с Рапы» издан на японском лейбле, на аудиокассете. Сегодня было по сути рождения кино. Привет, ребята! Как показала практика, снять фильм – это еще не самое важное. Самое главное – донести фильм до зрителя. Во время, когда в мире бушует пандемия и границы закрыты, офлайн-показы и офлайн-фестивали – это что-то из ряда вон выходящее. Большая удача и счастье для документалиста и вообще для киношника встретиться со зрителем непосредственно вживьем, в зале, не онлайне, и показать и представить фильм в кинотеатре. Привет! Мы, режиссерский тандем «Шизопролетариат», этим видео хотим пригласить вас пережить вместе с нами, каково это впервые показать свой фильм на большом экране на фестивале Art Dog Fest. Art Dog Fest проходит с 2007 года. Он отличается тем, что это фестиваль, на котором можно увидеть срез самых свежих, самых актуальных, самых интересных документальных картин. Каково это? Какие были отзывы? Каково это почувствовать прямое давление властей, когда 2 показа нашего фильма были отменены в Петербурге в рамках полной отмены фестиваля Art Dog Fest в Петербурге? Как говорится, лес рубят, щепки летят. Итак, погнали! Ну что, сегодня открытие Art Dog Fest. В общем, волнуюсь, как перед выпускным, наверное, или свадьбой. Это мероприятие остается меньше часа. Мы зашли в книжный магазин вместе с Дамиром. Дамир Халилов. Мы вместе придумали, на самом деле, этот фильм, придумали эту идею, и он написал сценарий и был тем человеком, который совершил главное и первое интервью, из которого потом родился фильм. Рад тебя видеть, не виделись больше 2 лет, и сегодня пойдем на открытие фестиваля. Привет! Вот без кого бы не случилось папы с Рапы, Федор. Федор – это человек, от которого я узнал про существование папы с Рапы. Я листал интернеты и в ВКшечке наткнулся на объявление о продаже. Я послушал то, что там было записано, и понял, что, кажется, это то, что мне надо. А я пришел к Никитосу и принес то, что у меня было по железу. Он такой: а вот это вот, а что? Все. Прямо из Казани. Привет. Это, блин, после борьбы тут... Снял рыбаков? Это что слышно? Art Dog Fest. Давай переодеваться будешь прямо здесь. Знаете, что мы еще не сделали в фильме? Мы еще не выбрали звукорежиссера, ни разу его не видели на самом деле. Но теперь пришел момент встретиться и увидеть его впервые. Привет. Здравствуйте. Сегодня, судя по всему, надо показывать фильм, хотя я не уверен, мы закончили его еще Вообще, нет. на самом деле, я сюда пришел чисто ради того, чтобы нормально посмотреть на нормальном звуке кино, потому что я монтировал дома, это я монтировал дома, и дома у меня все звучит хорошо. Больше всего я сегодня жду именно услышать фильм, потому что я его видел многократно, но я ни разу его не слышал на кинотеатральной акустике. Справа Эти тебя эффекты, вот это все, будет шикарно. Так вот сейчас будет билет. Вот. Я коллекционирую вместе билеты. Нифига себе, Это подожди. ценный экземпляр. Привет. А я же не здороваюсь, я бросил эту тему. Вообще, да? Да. Ну ты пока я говоришь. Я говорю, что да. Костя, как ощущения? Слушай, я немножко волнуюсь, я не спал уже недели 1.5, наверное, как минимум. Ну, все нормально. Я пытаюсь расслабиться, немножечко успокоиться, как бы, да? Колян, как твои дела? Как отличника. Привет. Перенервничал? Хороший, пипец, премьера. Потому что, да, чтобы не сорвать. У нас в Питере закрыли фестиваль, опечатали все залы. Конечно же, никакой политики. Роспотребнадзор с полицией определил, что расстояние между зрителями критично.
оно значительно более критично, чем то, что было у Путина в Лужниках. И поэтому, значит, во имя здоровья питерцев билеты сдаются, все отменено. Что скажешь по поводу вообще прикрытия фестиваля в Петербурге? Что вообще, как так произошло? И самое забавное, как бы, почему мы узнаем об этом из «Медузы»? Ну, то, что мы узнаем об этом из «Медузы», это прекрасно. Означает, что подобного рода события, они хорошо освещаются, а освещение подобным вещам нужно. Вот это мое, отношение к властям Петербурга. Я считаю, что Петербург — это город, победивший мракобесие, это город, в котором было прорублено окно в Европу, а сейчас это такая немножко предзакрытая форточка на помойку. Существуют люди старой формации, для которых это как давить выставку бульдозерами, да, и вот они с тех пор как бы взяли на вооружение такие приемы, но сейчас у нас не 90-е, да, и все пытаются сделать как-то законным путем, вот нашли лазейку, соответственно, как бы, да. При том, что есть много вещей, много способов, которым государство пытается давить независимых кинопроизводителей. Одно из них — это вообще существование института прокатных удостоверений, это абсолютный абсурд. Ну, рано или поздно, я думаю, что фильм доберется до своего зрителя, и этому не помешает никто. Вот признаюсь, я когда мы ее отбирали, потому что тут понравилось кино. А оказалось, что это кино про очень популярного человека, что для меня было, так сказать, я не такой старый, но для меня это было большой неожиданностью и круто. Я знаю, что вот в Питере там вообще сразу выкупили все билеты на этот показ. Значит, автора приглашаю представить свою картину в Москве, потому что в Москве пока дышится свободнее, чем в Питере. У них отличительные маечки, то есть их всегда можно в фойе увидеть и сказать, что мы все о них думаем. Давайте подойдите и представьте фильм зрителям. На самом деле этим фильмом мы хотим сказать одну важную вещь, что именно Россия — это то место, где был изобретен авангардный звук. Все думают, что в 60-х годах в Японии нойз был изобретен, а сами Акита Мэрс был. Это все брехня, и это все началось с Дзиги Вертова. Все там же. И именно Дзига Вертов начал микшировать странные звуки вместе и производить это именно в формате аудио, а также создавать различные другие вещи вокруг этого. И это фильм о представителе этой 100-летней традиции, о которой мы хотим сказать больше всему миру. Надеюсь, всему миру. Все круто. Добрый вечер. Ребят, хочу пожелать приятного просмотра. И будь что будет. Это некая просто музыка вхождения в транс. Для кого-то, может быть, это подействует как снотворное. Кто-то, может быть, не поймет вообще, что выступление уже началось. Любопытно, что какие-то фильмы, которые неожиданно мы, так сказать, и взяли на фестиваль для себя и в Москве, и в Питере. Вот уже мне сегодня девчонки звонили, говорят, вот у нас там папа с рапа, билеты проданы, мы поставили второй сеанс, вот, так сказать, ажиотаж в Питере, хотя, в принципе, в Москве тоже на него хорошо люди идут. А для меня этот фильм был абсолютное открытие неизвестной мне культуры, вот этой, так сказать, андеграундной, музыкальной. Вот как-то так. Пожалуйста, вопрос. Скажите, пожалуйста, в этом фильме появляется на одном из концертов тоже патриарх нойзовой музыки российский Алексей Борисов, который, возможно,
возможно, на заграничных концертах проводит больше времени своей жизни, чем на российских. Вот в этом фильме мы совсем не увидели Папу Срапу за границей. Это почему так получилось? Он там не бывает или это просто не вошло по каким-то соображениям в фильм? В самом начале, еще когда мы общались с Папой Срапой, я его об этом и спросил. Мол, интерес к нойзу огромен, любителей авангардной музыки, темной музыки. Очень много фестивалей, на которых играет нойз полно, в Швеции, в Германии и так далее, и так далее. Но как вы думаете, вот посмотрев сейчас фильм, может ли Папа Срапа просто пойти и получить загранпаспорт? К сожалению, это и есть то ограничение, которое существует. Прямую речь Папы Срапы можно было понять только тем, кто в совершенстве знает наш русский, так сказать, нецензурный язык. Для людей, которые этого не знают, существует ли версия со звуковым рядом нормальным? Дело в том, что по законодательству Российской Федерации любой публичный показ аудиовизуального контента имеет право реализовываться без употребления и произношения и написания нецензурной лексики. За первый показ предупреждение, за второй показ фильма фестиваль, на котором показывается, лишается аккредитации, то есть лицензии на деятельность на следующие 3 года. Ну а так как Артокфест очень любят, мы вынуждены этому правилу очень строго следовать. То есть версия существует? Конечно. Спасибо. Версия существует, и мы, по-моему, впервые с пиками версию слушал сейчас, и это было, Это было ужасно. Это сложно, да. Я могу только сказать, что подписывайтесь на наш Телеграм, это единственный источник, где мы потом со временем эту версию каким-то образом публикуем. Это наш дебют, поэтому мы пока очень немного знаем, в принципе, о киноиндустрии, как это работает. Но большинство фестивалей, а мы очень хотим, чтобы Папу Срапу узнали во всем мире, а для этого очень хочется, чтобы этот фильм показали где-то еще на Западе. Да, я сначала хотел немножко дополнить про заграницу. То, что один из альбомов Папы Срапы издан на японском лейбле, на аудиокассете, так что частично он туда проник. Какие вот интересные моменты, что вот не вошло, или что хотелось бы показать, или не получилось по каким-то там по цензурным еще каким-то соображениям, или просто в хронометраж не вошло? Что интересно осталось за кадром? Мы все еще его снимаем, как видите. На самом деле, Папа Срапа, помимо музыки, он занимается еще русским языком. И это то, что заставляет его, можно сказать, вставать по утрам. Вот. Это совершенно никак не было озвучено в фильме, никак затронута эта тема, потому что она нуждается просто в отдельном произведении. И, возможно, рано или поздно мы это сделаем, а может быть, даже попробуем помочь ему издать книгу. Да, также у нас есть фильм о фильме, там, собственно говоря, можно найти какие-то не вошедшие в фильм моменты. Вопросы? Такой вопрос. А все говорят про него дед, а сколько ему лет? Возраст он ничего не значит на самом деле. Вот, насколько глаза горят, столько и лет. Как-то так. А может тогда следующий еще? Вопрос про телевизоры. Где вы их столько взяли и как пришло вот это решение? То есть оно не оригинально, но здесь оно очень хорошо смотрится. Это твое решение, ты отвечаешь. Да, на самом деле все на поверхности. Просто когда монтировал фильм, задумался, что прежде всего ассоциируется с шумом. Мы все помним замечательную заставку после окончания телеэфира, замечательные полоски, вот это вот такой вот белый, или там розовый, или коричневый шум. Поэтому именно старые такие телевизоры, они и стали основой для показа вот этих вставок с выступлением Эдуарда. В начале фильма прозвучала такая фраза, что вот один из персонажей сказал, что скоро все разноцветные мальчики и девочки будут ходить и слушать нойз. Вот я хотел бы узнать, не думаете ли вы, что ваша благая, казалось бы, цель, популяризация этого всего приведет именно к тому, что это станет мейнстримовым какой-то вещью и очень такой не очень хорошей? Знаете, хочется ненадолго пожить в том мире, в котором нойз это мейнстрим. Наверное, все-таки это было бы любопытно. Наверное, было бы классно. Ставили мы перед собой такую цель, мы довольно реалистичны в этом вопросе и думаем, что не факт, что это получится. Вот. А что касается поп-музыки, вы знаете,
в каком-то смысле некоторые из тех вещей, которые Папа Сраппа придумал первый, приходят в поп-музыку. Ну вот, например, не помните никаких артистов современной поп-музыки России, которые микрофон передели недавно? Не было такого? Вот. И то есть и такие вещи, они вот периодически переходят туда. Поэтому, ну, посмотрим. Было бы, наверное, интересно. И очень часто все более и больше авангардного звука можно услышать просто случайно вставлено в какую-то поп-музыку. Так что, может быть, ваше пророчество сбудется. Вопрос в фильме, обзоре про фильм. Вы говорили про то, что... про то, что, ну, как сказать, мотивируйте своих коллег, работать в программировании, мотивируйте своих коллег, инвестировать в искусство, инвестировать в какие-то проекты, экспериментальные и так далее. Вы собираетесь что-то более, ну, как-то это оформлять, делать что-то более серьезное из этого, или это пока просто, ну, проба на этом фильме? Вопрос заключается в том, что в фильме о фильме, который есть на YouTube некоторое время, я говорил о том, что я вообще не являюсь профессиональным кинематографистом, а являюсь программистом, живущим в Швеции. Настолько я вообще ничего не знаю о кино, из попадания... Впервые я узнал что-то про фестивали, вот попав на этот фестиваль и как это работает. Много есть программистов, много есть людей, которые занимаются IT и так далее в России. И зарабатывают очень много. И тратят свои деньги на покупку каких-то дорогих квартир, там еще каких-то историй. Я говорю, ребята, зарезервируйте некоторое количество своих ресурсов и вложите в русское искусство. Там настолько невероятное количество талантливых людей, которые готовы работать бесплатно. В Телеграме есть группа из 6000 человек, по-моему, которая называется «За еду и ласку», где просто нужно бесплатно находить работников на любой кинопроект. Разве это та ситуация, которую мы хотим видеть? И я думаю, что, может быть, послужить примером. Ну, готов ли я сделать целую организацию? Ну, наверное, пока нет, но примером хотелось бы послужить. Давайте поблагодарим, просто уже дальше, движемся дальше. Спасибо. Поблагодарим и еще раз. Фильм супер. Спасибо. Очень круто снято на самом деле. Как вам фильм, ребята? Отличный фильм, слушай, гораздо лучше, чем черновая версия, которую я видела. Прям в разы. Небо и земля, да? Абсолютно. Ой, мне вот что было удивительно. Во-первых, очень много как бы рефренов, повторов, да, мысли начальной, конечной. Очень много говорится о том, что он шаман, но ни разу не понятно, что он там шаманит вообще. Ну, это кино просто, особенно в документалистике, потому что не спрячешься ни за кем. Вот, ты просто как бы голый, как вот этот персонаж, он такой, как бы он. Ну там не он один такой, да, как бы. Ну, я в смысле, что он такой открытый, да, что он такой, понимаешь? И такое кино нужно было делать тоже таким вот голым, и вы это сделали, как бы вы крутые. Очень классно получилось. Очень мне понравилось. Ваш фильм изменил мое отношение к нойзу, потому что у меня было очень скудное представление об этом жанре. Как фильм? Матом можно? Кто-нибудь пикните? Охуительно! Привет, мама, спасибо за поздравления. Как вы справились ли с таким непростым испытанием? Я, значит, смотри, я восхищалась кадрами хорошо выстроенными, крупными планами, его диалоги, он очень много интересного рассказывал. Конечно, я понимаю, что там было много вырезанного, но что делать? Ну, в смысле, запикано? Так сказать, затравленного, что называется. Ну, интересно. И ничего меня не шокировало. Я что, на другой планете живу, что ли? У нас был план, надо четко его снять было дома, надо было снять его... радиодетали покупающим. Там, где он покупает радиодетали на радиорынке. Не надо меня снимать. Все, выходите, все, закончил. И, соответственно, в подвале, вот на заброшенных катакомбах. Сцены на Папа рынке. Сраппа сделал все для того, чтобы туда не пойти. Дело в том, что этот эпизод, где Папа Сраппа долбит по клетке, вот это все, это ярость, и такая красивая, потрясающая, огромная сцена. И мало кто может это даже вот ожидать, но это происходило в Донецке, вот то, что сейчас является военной вот зоной, и там просто была такая фонд-изоляция, который проводил просто безумные акты современного искусства. И по сути это было вот буквально за несколько месяцев до войны, когда они вынуждены были все туда уехать, вот в этом конкретном месте. И самое смешное, что конкретно вот это вот место, и это место еще раз появлялось в кадре, когда, помните, накрывали накидками, Да, вот это да, все. да. Это тоже было ровно в том же самом фестивале. Вот это помещение использовалось потом командованием, ДНР
для генштаба, короче, или какой-то такой оперативного типа штаба. То есть они и там есть интервью, где ребята ДНРовцы, эти все, короче, как это называется, я даже не знаю, сепары или... Законный вот бандформирование. Законы, нет, это как раз не закон, вот эти вот сепары и вот эти вот все ополченцы, они, есть интервью, где они вот ходят по этому всему объектам искусства, говорят, что это за говно, нам ДНР такое не надо, вот это все говно. Как вам изоляция? Обычный завод, где располагался арт-центр. Искусство для европейских продвинутых интегрированных майдановцев. Пусть они этим искусством любуются. Мы его не трогали, мы в посылке на Майдан отошлем. Говорят, что это был чуть ли не центр мирового искусства, вот, который якобы, опять же, заняли мы. Вот. Учитывая, какое это было искусство, его нельзя было не занять, потому как я не считаю вот эти вещи, которые вот здесь у нас тиражировались ради растления народа республики, вот подобные вещи. А пока, можно я покажу, да, поближе? Для меня это не искусство, искусством это являться не может. Последние дни красной шляпы, блядь. Нихуя себе, бля! Не туда, блядь. Да пиздец, блядь. Короче, что получилось, то и получилось. Чтобы не пропустить показ фильма онлайн или в вашем городе, подписывайтесь на телеграм-канал фильма, а также подписывайтесь на канал «Шиз за пролетариат», ставьте лайк этому видео и давайте вместе узнавать, что за новое об авангарде.